Любые благотворительные подачки, они только увеличивают слабость, бедность. Мы будем молиться нашему Богу под названием льготы, подкармливание сахарком маленькими такими кусочками, да чтобы не сдохли. Лучше бы зарплату заплатил. Так сколько вы получите в следующем месяце? 0! Дисквалификация. Ребята, кто смотрит мое видео, тот никогда не будет лохом. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Игорь Владимирович, вы оказываете безвозмездную помощь людям. Я о чем говорю? Нуждающимся людям, то есть многодетным семьям, может быть, детским домам, больным детям, старикам. Никогда, нигде, ни при каком обстоятельстве я этого не делаю. И всем настрого то же самое советую. Любые благотворительные подачки слабым, больным, сиротам, нищим и так далее, они только увеличивают слабость, бедность, нищенство и так далее. Они как бы провоцируют людей на то, что, так мне нужно работать, а так я позиционируюсь как нищий и прошу подаяния, и все. Поэтому я ни при каких условиях этого не делаю. Я делаю другие вещи. Но то, что вы говорите, звучит достаточно жестоко. Если, например, взять там тех же больных детей, больных раком, очень много фондов, которые помогают им. И каждый раз, когда мы слышим эти истории, нам больно. Вы, получается, осуждаете эти фонды и организации, которые помогают таким детям? Ни в коем случае я не осуждаю. Более того, компенсационная благотворительность, она была, есть и всегда будет. Больным помогать и так далее. Поэтому я поддерживаю эти фонды и поддерживаю людей, которые это делают, потому что они сделали такой выбор. Но мой выбор другой. Я про то, как сделать так, чтобы миллиард людей не стали нищими, больными, голодными, которым бы потребовалась бы благотворительная помощь. Ну, например, давай, детский сад. На 100 детей стоит открыть $1 миллион тоже. На 100 детей. Поэтому я выбираю за $1 миллион, которые я вкладываю, не одного ребенка вылечить, что хорошо, этим занимаются просто другие, не хочу противопоставлять. Я за $1 миллион, которые вкладываю, за каждый $1 миллион, я выбираю построить один детский сад со 100 детьми, чтобы 100 семей, ну если каждая семья по одному ребенку отведет в этот сад, имели совершенно другое воспитание, другого человека, будущего взрослого, который станет самодостаточным, автономным, сможет купить себе самое качественное образование, медицинское обслуживание и благоустроить все вокруг себя и не заболеть. То, что вы предлагаете, это по сути та самая удочка, не рыба. Любая рыба блокирует возможность человека стать рыбаком. Рыба расхолаживает. Возможно, вам и будет интересно узнать душераздирающую статистику, что дети в детдомах, которым постоянно привозят вот эти подарки, печеньки и так далее, многие любители вот этой вот компенсационной благотворительности, куда деваются дети из этих детдомов? Я вам скажу ужасную статистику. 70% взрослых, которые вышли из детдомов, идут в криминал, преступность, проституция и так далее. Вот чем заканчивается компенсационная благотворительность. То есть выращивая людей, у которых нету навыка, просто я подчеркиваю, навыка разговаривать с реальностью на равных, мы фактически выращиваем будущих очень несчастных людей, а свое общество делаем очень обделенным и не процветающим точно. Вот и все. Есть другие способы, каким образом ты можешь стать хорошим человеком. Усыновить этого человека. Или способствовать тому, чтобы он нашел, обрел свою семью. Да? Или построить так называемый дом мамы, в которых после, как девушка родила и хочет отказаться от ребенка, ей оказывается реабилитационная помощь, где она не откажется от ребенка. Да? Например, в Казахстане ребята построили такую сеть, дом мамы называется, да, все, 70% отказников теперь не отказники, просто потому что девушка, родившая из роддома, попадает не вот в эту вот среду, где все общество против нее, нет, она попадает в некое окружение, где она кормит грудью, все хорошо, то есть она все адаптируется, ей помогают и все. То есть есть очень много способов, как помочь, например,
детям, чтобы они не оставались без самого ценного, что есть в жизни любого человека, семьи. А вот когда ты печеньки отвозишь туда, да, и типа себе в пиар-строку такую записываешь, что я молодец, печеньки отнес, да, извини. Но ты просто занимаешься тем, что только ухудшает будущее этого человека, воспитанника детского дома. Запомни об этом. Раз мы говорили о больных детях, есть такая очень серьезная претензия общества по отношению к государству, что государство не выделяет деньги из бюджета на этих детей. Ну, там, конечно, выделяются какие-то деньги, но при этом огромные деньги собираются через частные фонды, вот с миру по нитке, с населения. И люди говорят, как так, неужели вы не можете за государственный счет вылечить этих детей? У вас какая позиция? У меня позиция так, что одно не отменяет другого. Государство что-то делает, но никаких денег не хватит в бюджете, надо добавить. Поэтому то, что делают частные фонды, это хорошее, правильное добавление. Раз. Первая мысль. Вторая. Частные фонды во всем мире это делают гораздо эффективнее, чем государство. И третья мысль, где я соглашусь с праведным гневом людей. Дело в том, что государство у нас очень неэффективное. И вместо того, чтобы заниматься расширением, развитием инфраструктуры, в которой появляется много частных организаций, которые делают свои дела и в благотворительности, и в бизнесе, и так далее, государство постоянно норовит залезть и делать бизнес само, что не очень хорошо получается государство. Или, например, распределять деньги, что не очень хорошо получается у государства. Поэтому, присоединяясь к праведному гневу людей, говорю следующее. Лучше бы наше государство занималось развитием среды, в которой появлялось бы больше частных организаций, которые лучшим образом справляются с любым из вышеперечисленных там направлений. Вот государство как раз очень любит давать, ну не будем называть это подачками, льготы, какие-то пособия. Да. То есть не давать людям заработать, а именно вот таким образом им помогать. Есть ли в этом какой-то смысл и почему государство так поступает? В этом смысл просто великий. Задача государства — воспитать в гражданах неполноценность. Чтобы люди постоянно нуждались в льготах, в подачках и так далее, приходили за ними, как олени, на кормушку. Ты представляешь, что будет, если люди будут зарабатывать все сами, станут автономными? Значит, люди про себя будут знать, так, стоп, мы сами зарабатываем, мы автономны, мы можем делать и то, у нас же свобода, да? Это входит в противоречие, это очень неудобно. Социальная стабильность, такое модное слово, это не что иное, как превращение всей страны в раздатчик, такой диспенсер, раздатчик льгот, подкармливание сахарком маленькими такими кусочками, да, чтобы не сдохли. В результате люди боятся потерять эти сахарные кусочки и лишают себя возможностей, которые у них раньше были, а сейчас нет. Дело в том, что размер этих подачек столь ничтожен, если вот его физически посмотреть, что он не влияет сильно на доходы домохозяйств. Но сам страх, что в кормушках не будет появляться вот эти вот сахарок, он уже на генетическом уровне зашит. Государству нужны люди, которые всегда опасаются проявить себя так, как не знает государство. Важно, чтобы происходило то, что предписано. Даже пусть это полная херня. Ну вот смотри, я пример привожу. Пандемия. Вот выписывается 5000 рублей на семью. Ну что такое 5000 на семью, на ребенка? Ну что это такое? Да 10 тысяч. Ну что это такое? А шуму сколько? Пиара сколько? 30-40 миллионов людей в России, они реально, они имеют Бога под названием социальная стабильность. Этот Бог для них выражается 5 или 10 тысяч каких-то льгот. Хотя рядом лежит работа, вот увеличение зарплаты, которые тебе заплатят, на 20, 30, 40, 50 тысяч больше, но они говорят, ладно, там надо ехать в другой город, что-то там делать. Зачем? Мы будем молиться нашему Богу под названием льготы. Я тоже не за какие-то социальные волнения, но я подчеркиваю, такой способ работы с волнениями, да, он приводит к деградации возможностей
людей, которые вчера еще были, сегодня у них нет. Все. Если говорить про бизнес, это тоже такое маленькое государство, любая корпорация, в том числе ваши компании, в которых работают люди. Вы каким-то образом заботитесь там о людях? Есть ли у вас какие-то льготы, если это можно так назвать? Или только зарплата и дальше иди гуляй, никаких тебе больше бонусов? В моих компаниях более 15 тысяч людей работают. И практически во всех компаниях есть социальные пакеты, так называемые. Я не называю это льготами, подчеркиваю. Это некий социальный пакет, который очень выгоден обоим. И сотруднику, работнику, да, и предприятию. Ну, например, если взять добровольное медицинское страхование, слушай, если люди получают адекватную, актуальную медицинскую помощь, они меньше болеют, слушай, лучшее настроение у них и так далее, они лучше работают, трудятся, да. Это выгодно предприятию, это выгодно сотруднику, это win-win, то есть выиграл-выиграл. Но совершенно другая ситуация, например, если предприятие дает взайм какие-то там деньги своим сотрудникам до получки. Лучше бы зарплату заплатил. Это социальные подачки, я их называю, которые воспитывают в людях нужду, неавтономность, да, и ощущение такой подавленности. То есть, в принципе, из людей выращивают таких присмыкоидов. Первым делом, когда вы ищете новую работу, обратите внимание на строку под названием ЗП. Подчеркиваю, ЗП и не если и там как результаты работы, а фикс. Фикс. Бабки вот столько, а там еще проценты и так далее. Вот ЗП фикс, обратите внимание. Поэтому никогда не идите на работу, где вас нанимают такими агентами. В зависимости от того, насколько там продажи напродаете. А если продали меньше вот этого, то вообще ноль. Потому что норматив не выполнили. Так сколько вы получите в следующем месяце? Ноль! Причем те, кто так делают, они говорят, мы опять лохов разводим. Я говорю, ребята, кто смотрит мое видео, тот никогда не будет лохом. Это первый полезный эффект. Второй. Тот будет заниматься благоустройством своей жизни через самый главный драйвер – расширение своих доходов, а не через всякие там, как сэкономить побольше, вот, как ипотеку взять подешевле. Эй, вы чего? Для этого вы смотрите мое видео. Кто нас смотрит, если у тебя зарплата меньше 30 тысяч рублей, я сразу говорю, это манипуляция. Все, мандат на стол, говорит, за 30 тысяч сам работай. Все, лучше картошку копать, лучше уехать в другой город, лучше что угодно делать. Ну а на самом деле, я бы так хотел сказать. Вот те, у кого зарплата меньше 30 тысяч, я вам даю 1 год, 12 месяцев, 365 дней я вам даю для того, чтобы у вас зарплата выросла минимум на 20%. Минимум, подчеркиваю. Поэтому смотрите каждое мое видео. Пишите мне про вашего работодателя, я буду с ним персонально разбираться. Но если у вас не вырастет зарплата на 20% за 12 месяцев, отписывайтесь от моего канала, не смотрите. Значит, вам не идет на пользу то, о чем я говорю. Вас вообще раздражает, когда к вам приходят люди что-то просить? Для меня это сигнал. То есть раздражение я давно уже использую, ну, это не раздражение, это реагирование или, ну, это некая, ну, некая чувствительность, да, к тому сигналу, к слабому сигналу, который может сложиться в очень сильный пожар. Я напомню, даже слабое пламя может поджечь целый лес. Поэтому если становится больше там, одного запроса про займы, там что-то там 3 месяца, для меня это сигнал посмотреть, может быть рынок сильно ушел, вот прям неожиданно куда-то ушел, а я прозевал. Может быть, что-то изменилось там, да, ну, сигнал. И я должен принять корректирующие настройки в своей системе. Иначе будет пожар. Зачем мне пожар? Мне пожар не нужен. Как вы отказываете? Какой алгоритм? Ну, мой отказ — это, в общем-то, не отказ. Это предложение проактивного способа решения вызова, который стоит перед человеком. Ты скорее наставляешь человека, что для того, чтобы это было, может быть, взять большую ответственность на себя, или больший объем работы, или
переменить квалификацию или релоцироваться в другой город, на другое предприятие. И надо сказать, что где-то каждый там, один случай из 3 для людей это оказывается самый мощный, самый классный выбор. Бывают случаи, когда я жестко отказываю особо наглым таким выпердышам, как я их называю, ну, которые, в общем-то, ну, посмотрели выпуск, мой же выпуск, главное, посмотрели, приходят ко мне, говорят, мы посмотрели твой выпуск, значит, вот плати нам больше. Я говорю, да, пошел нахуй. Как? Ну, потому что это запрещенный прием. А ладно бы другую аргументацию какую-то придумал, а то, говорит, я посмотрел твой выпуск, ты там вот это говоришь, вот я пришел и все. Я говорю, запрещенный прием, дисквалификация. Я предлагаю вернуться к началу. То, что вы сказали, и ваша позиция не помогать слабым, не помогать тем, кто нуждается в помощи, она не популярна и даже может вызвать такой хейт со стороны людей, потому что все-таки люди привыкли сострадать, помогать, мы в России живем. Вы вот этого не боитесь, что ну, не полюбят вас люди за это? Действительно, моя позиция не популярна, согласен. Но, в общем-то, я именно потому и добиваюсь успеха в жизни, потому что не иду на популярную, на безопасную позицию. У меня моя позиция, это мой способ выражения добра, созидательности, он просто другой. Я выбрал инвестировать или реинвестировать в мое состояние. Вы помните, да, я не буду передавать наследство детям, я буду передавать наследие и моим детям, и всему обществу в целом. И вот я выбрал инвестировать свое состояние в общество в преобразованном виде таким образом. Вот, например, сейчас у меня задача, как $2 миллиарда, да, инвестировать в общество, создав максимальное количество благ для всех нас с вами. Берем $2 миллиарда, да, делим на 100 миллионов людей, которые есть в России. Ну, в общем, получается очень незначительная сумма, которая ничего не решает для каждого человека. Поэтому моя цель — 10 тысяч предпринимателей успешных, как я, которые в своей ауре мы благоустраиваем мир и так далее. 10 тысяч предпринимателей я хочу сделать, я достигаю этого другим способом. Я выбираю свой путь. И мой путь действительно непопулярный, но мой путь действенен. В чем секретный соус? Отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, неважно где ты рос. В чем вопрос? Это секретный соус. Это секретный соус.